А вы были в зоопарке? Но не просто чтобы ходить и смотреть на животных, а чтобы устроить целый творческий челлендж. Так, значит, вот работает у нас зоопарк с 10 до 8. Билет стоит до 3 лет бесплатно, с 3 до 12 2 и старше 4. Один детский, два взрослых. Какой билет выберешь себе? Это кто? Черепаха и леопард. Красивый. Папа без билета останется. Есть еще и кунгуру. Написано Да, а это кенгуру, кто? да. Еще есть дикобраз. Слон. Вот Такое болотце у них прекрасное тут. они еще плавают. Наслаждение, да? Да, они головы поподняли, смотрят. Сегодня мы пришли в Тбилисский зоопарк, чтобы вместе с вами и с нашими детьми, с моей семьей мы могли окунуться в природу со стороны творчества, чтобы в каждом животном увидеть шедевр и попробовать сделать быстрый скетч. И таким образом все больше и больше ловить вдохновение, которое окружает. А это я в клетке лазю. Мам, это я в клетке лазю. А вон маленький. Там Богдан и я лазю. О, такой маленький. Вот мы наблюдаем дикобраза. Смотри, видишь иголку? Ого! Не, мама, Смотри, может стрельнуть. не, мама, он не стрельнет. Здесь миллионы людей на них смотрят, и он Смотрю. ничего не видит. Какой ты красивый! Пятилетний. Такой красочный вообще. Вот можно посмотреть, какие краски там можно смешать, чтобы вот на самом деле вот это на шее вот это такой синий цвет. Мне кажется, это вот есть название краски индиго. Вот это Нет. очень, мне кажется, похоже. И вот этот зеленый такой просто, Вау, как видно. это нереальные цвета. Это нельзя. Прям в зоопарке можно посетить такой отдел, дополнительно заплатив, совсем недорого, где находятся пресмыкающиеся, насекомые. Вот, очень интересно как бы посмотреть вообще так близко и разных опасных животных в том числе. Например, вот этих тарантулов вообще для меня. Но также рыбки красивые. Вот поэтому это классное тоже место. Можно прийти и посмотреть. Мы встретили прекрасно страшную змею. И мы здесь можем внимательно изучить ее окраску. Змеиную окраску. Ой, такие красивые. Как будто на них кто-то блестки посыпал. Смотри, как они блестят. Да. Красиво. Вот там кто сидит. Белая. Вот змеи. Тоже все они один на друг друга не похожи. И вот интересно, вот эти змеи соседствуют с черепашками. И все окей у них, да? Да. Они живут дружно. Вот или инопланетянин просто какой-то. Такой милый. А можно шутка? Он реально на инопланетное животное похож какой-то. Очень классно и здорово наблюдать за природой вокруг, изучать ее формы, цвета, текстуры. Это очень помогает расширять свой творческий кругозор. Я. Это ты? И папа. Папа? Степа, ну поделись впечатлениями. Что больше всего тебе запомнилось? Какое животное, насекомое, змея?
больше всего мне запомнился мой любимое животное. Какое? Комодский валан. Ну как, просто валан, но не комодский. Варан? Баран, да? Мгм. Богдан, какое тебе больше всего понравилось животное? Что? Змея? Это лид. И рыбки? Мне кажется, пятнышки на оленях — это просто что-то прекрасное. Они придают особую милоту им. И ты на них смотришь и думаешь, ну это же Бэмби. О, малыши. Это ты? Да. Да, очень похож. Такой маленький. Пойдем зебру. Просто посмотрите на этих зебр. Какой великий художник сотворил этих зебр, что ни одна полоска ни у одной зебры не может быть одинаковой. Смотри, они кушают. Мы еще не так много животных посмотрели, но сейчас мне кажется, что я буду рисовать зебру. Вот ее мордочку, она такая красивая, этот узор Да, просто это- нереальный. Это не теперь. Правильно. Знаете, что есть целая наука про цвета, как они сочетаются между собой. Есть специальный такой круг, наверное, вы Итана, да, про цвета, наверное, вы встречали. Но вот просто если смотреть в природу, и вот, например, попугай, ну просто идеальное сочетание. Определенный цвет красного с определенным цветом зеленого и такого бирюзового. Я даже не могу передать какой-то оттенок, но просто идеально. Я бы, наверное, нарисовал большого животного. Мне очень нравятся большие животные. Носорог, слон, жираф. Здесь большое животное с рогом, похожее на бронированный танк. Кто это? Так. Носорог! Давай смотреть. Ава! Это машина. Это не просто серый цвет. Это... Ёшки-матрёшки. Это не просто серый, такой сложный серый оттенок. И не так просто его смешать. Это не просто тебе белый и черный смешивают. Это очень такой сложный оттенок. Как будто уже два рога срастаются. Ага. Да, я думаю. Старый, интересно, как? Как определить? Как будто смеется. Это бегемотиха очень известна в Тбилиси, потому что я даже там целые статьи читала о том, что во время наводнения, как и всем городом ее спасали. Какие у него слюни. Немного истории Тбилисского зоопарка. Он был основан в 1927 году. Это был первый зоопарк в Грузии и самый большой на Кавказе. Так что этот парк уже довольно старый, и скоро открывается новый зоопарк в Тбилиси, возле Тбилисского моря, и всех этих животных перевезут туда. Такое интересное расположение самого зоопарка, это получается прям в черте города, в центре практически. Вот многоэтажки, прям можно из окна наблюдать, как дикие животные пасутся и кушают солому. Хорошенький. Это слоник. Такое огромное животное, но ест только травку. И на вид кажется очень добрым таким. Смотри, какие у него глазки, как будто улыбается. А ушки, смотри, какой расцветки. Пятнышко. Вот мы находимся здесь. Да, мы прошли половину. Но впереди еще тоже очень много птиц. Я помню, там где-то вот эти всякие зубры и так далее. Вот эти. Но таких Тигры ещё. да, тигры еще целые. Вольеры. Кого ты уже увидел, Богдан? Где-то.
Да, молодец. А вот этого ты видел? Да. Кто это? Ремонт. Правильно. Где-то. Ой, ну там смотри, какой хороший. Почти сожрал камеру. Плеваться нельзя. Интересный факт. В арабском языке есть более 100 слов, связанных с верблюдом, потому что это животное очень важно для них, для жителей пустыни. С козликами мы знакомы чуточку поближе. У нас есть видео о том, как мы ходили кормить козликов на канале. Милый. Стёпа, это снова твой друг? Нет. Но он есть все, что мы дадим. Потрогай, не бойся, Подними она его. хорошая. О, смотри, какая. Нет. Потрогай. Я есть. Нет, он тебя не будет есть. Он кушает только трав. Видишь, ты не захотел его трогать, он обиделся и ушел. На первый взгляд можно подумать, что эти пони просто вот черный, коричневый, белый. Но если его смотреть внимательно, у этого пони есть такой коричневато, даже чуть-чуть где-то красноватый такой оттенок. Здесь тоже есть какие-то пятна. А и вот у каждого, например, у него есть контраст. Черная грива и такой коричнево-серая окраска. А у нее белая грива. Все очень разные. Да, в этом есть красота и уникальность. Вот так замечательно мы провели время в зоопарке. Надеюсь, вы тоже, потому что это прекрасная возможность насладиться природой, животными, их разнообразием, цветами разнообразными, формами, текстурами. Это все дает очень много вдохновения, и я хочу прийти домой и нарисовать, как я и выбрала, зебру. Я буду рада, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк, напишите комментарий, как вам это видео. И увидимся в следующем ролике. Пока! Пока. Пока.